Всем привет! Это проект Weekly Top Fake. Здесь мы, команда журналистов-расследователей, проверяем новости и рассказываем, где вас хотели обмануть. Поехали. 5 место. В аэропорту Штутгарта появились баннеры, которые призвали Германию не поставлять танки Украине. Такие новости появились в пророссийских телеграм-каналах как раз в день встречи западных лидеров на базе в Рамштайне. У нас в Германии появились баннеры в аэропорту Штутгарта, на которых призывают не давать леопарды Украине. Снимал сам. Под Рамштайн сделали, точно говорю. Надпись «Пусть леопарды останутся в Германии. Остановите грабеж Бундесвера». Мы обратились в аэропорт Штутгарта и вот какой ответ оттуда получили. На мониторах, которые видны на ваших кадрах, демонстрируются только коммерческие рекламные ролики или периодические уведомления для пассажиров о проверке безопасности или других изменениях, имеющих отношение к работе. Изображения в ваших файлах, по нашей оценке, являются очевидными монтажами. Через несколько дней похожие новости пришли уже из берлинского зоопарка. В зоопарке Берлина появилось объявление. Убедительная просьба не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского. Животное может стошнить. Об этом написали в таких интернет-изданиях, как «Зов Приднестровья» и «Подмосковье сегодня». Тут по странному содержанию объявления уже понятно, что это не может быть правдой. Но чтобы в этом убедиться окончательно и предоставить доказательства, а не предположения, мы все же написали в берлинский зоопарк. Так вот, его пресс-служба подтвердила, что фото фальшивое. Мы очень удивлены этим фотомонтажом. Фотография однозначно является подделкой. С начала войны мы поддерживаем контакт со многими людьми в Украине и организовываем перевозки грузов помощи, а также пожертвования для наших коллег, например, в Киевском зоопарке. В общей сложности с начала войны мы собрали более 400 тысяч евро пожертвований для Украины. И вдобавок нам даже прислали в подтверждение фото того, как на самом деле выглядит сейчас это место в зоопарке. А на этой конференции Рамштайн лидеры стран НАТО пообещали поставить Украине ряд вооружений, кроме танков «Леопард», которые хотела Украина. Хотя их в итоге тоже пообещали, только через несколько дней после встречи, как раз на день рождения Владимира Зеленского. В общем, за попытку продемонстрировать общественный протест немцев против поставок танков Украине телеграм-канал «Пономарь» и ресурс «Зов Приднестровья» получает 5 место в нашем Weekly Top Fake. Теперь переходим к серьезным новостям. 4 место. Беларусь вполне себе инновационная страна, рассказал на ОНТ экономический аналитик Георгий Гриц, ссылаясь на международные рейтинги. Отечественная наука и инновационная практика занимают достойное место в мировых рейтингах. В частности, я отметил бы только один показатель – это индекс глобального инновационного развития. По результату 2021 года Беларусь заняла достойное 62 место среди 132 стран мира и повысила свой показатель сразу на 24 позиции за последние 5 лет. Тут мы не совсем поняли, почему в 2023 году Георгий Гриц рассказывает о рейтинге 2021 года, хотя уже есть результаты 2022. Может, потому что Беларусь там уже не на достойном 62 месте, как он сказал, а на 15 мест ниже, где-то между Ямайкой и Иорданией? Или может, потому что из 39 европейских стран наша страна оказалась на 38 месте, опередив только Албанию? В общем, мы даем телеканалу ОНТ и Георгию Грицу 4 место за то, что пытаются скрыть проблемы Беларуси в вопросах инноваций на фоне массовой миграции айтишников, да и других специалистов. Бронза нашего рейтинга и снова об успехах Беларуси. На горизонте сделали уникальный телевизор будущего. Директор завода Юрий Прядко похвастался инновацией перед Александром Лукашенко, а показал это телеграм-канал Пул Первого. Прозрачный экран, уникальный телевизор. Это даже не следующего, а послезавтрашнего времени. Это OLED с прозрачной пленкой, с прозрачным экраном. Мы его сделали. И это очень инновационная продукция, которая появится, думаю, через 10 лет. На самом деле нет. 10 лет ждать не нужно, так как то, что только-только изобрели в Беларуси, в мире уже продается. Правда, за очень немалые деньги. Все патенты, которые связаны с понятием прозрачный экран с OLED, они укладываются в диапазон 2010-2013 год и разделены примерно поровну между LG, Samsung и Sony. Вот свой первый прозрачный экран
компания Samsung представила в 2015 году. И сразу после анонса на выставке можно было приобрести эти телевизоры прозрачные. Кстати, тот телевизор, который Samsung показывал в 2015 году, он очень похож на тот телевизор, который Горизонт анонсировал в 2023. Компания Panasonic представила свой прозрачный телевизор на выставке 5 лет назад. Есть такой телевизор и у китайской компании Xiaomi. YouTube-блогеры уже показывают его распаковку, а на Алиэкспрессе его можно купить за $11 тысяч. Ну, плюс еще доставка 1,5 тысячи. Или вот прозрачный телевизор LG в Германии продается за 30 тысяч евро. Да, дорого, но уже сегодня, а не через 10 лет. 3-е место нашего фейк-чарта. А если вы хотите поддержать нашу работу, присоединяйтесь к нам на Patreon или другими способами доната. Все ссылки в описании. Идем дальше. Серебро. Огромные стаи ворон накрыли Киев, сообщил телеграм-канал госгазеты «Минская правда». Киевляне в социальных сетях пишут, что никогда не видели таких огромных скоплений ворон и напоминают, что обычно такое к беде. Только вот материал оказался ворованным. Во-первых, это не Киев, а Хьюстон, а он, как известно, находится на территории США, а не Украины. Во-вторых, это видео было опубликовано еще в 2017 году, и его сложно назвать новостью. А в-третьих, это были не вороны, а дрозды. Об этом написало издание Daily Mail еще 6 лет назад. В общем, какой-то ляп получился. На этом можно было и подвести итог, но нет. Как ни странно, тема ворон над Киевом была одной из основных новостей прошлой недели в российской прессе и соцсетях. Ворон постили многие, от блогеров до дипломатов. Пользователь твиттера Катя Лычева, известная как советская девочка, которая в 1986 году посетила США с миссией мира, тоже выложила 2 видео. Одно из них то самое фейковое из Хьюстона, а второе правдивое из телеграмма «Реальный Киев», где на самом деле летают вороны. Правда, не так впечатляюще. Пост она подписала на французском языке с нагнетающим посылом. Над Киевом уже 3-й день летают огромные стаи ворон. Жители не помнят таких явлений раньше. В славянском фольклоре ворон является вестником зла и тревожит людей. Ее пост перепостил российский дипломат при ООН Дмитрий Полянский и высказал догадку: кружат они над Киевом из-за святотатства. Кто знает, может быть, это ответная реакция на спонсируемое государством святотатство по разрушению церквей и преследованию священников? В свою очередь, это подхватили СМИ и соцсети. И как раз в тему нашлось видео 2018 года под названием «В Киеве над собором, где проходил собор Раскольников, слетелись все вороны Киева». Его опубликовал телеграм-канал Игоря Гиркина, или еще известного как Стрелкова, который сам подтвердил, что еще 8 лет назад спровоцировал начало военного конфликта. Кстати, в названии видео уже заложен фейк. То, что автор назвал собором Раскольников, это объединительный собор украинских православных церквей, на котором духовенство создало независимую от московского патриархата украинскую церковь. Это просто трэшище, друзья. Все небо черное. Вы знаете, это заставляет задуматься все-таки о каких-то сильных духовных вещах и каких-то там, которые притягивают одни другие энергии. Оно наверняка все-таки существует. Тот собор прошел за несколько дней до этого кружения птиц в небе. И вообще в другом месте, в Софийском соборе. Тогда как на видео Мистецкий арсенал. Над Мистецким арсеналом кружляет огромная стая ворон. Ну, я не знаю, что это означает. Для нас очень странно, что у российских СМИ и Дмитрия Полянского стаи ворон над Киевом вызвали такой живой интерес. Ведь это обычное явление для самой России. Вот они кружат в Ростове-на-Дону. Вот над Пятигорском. Или над самим Белым домом в Москве. Российская пресса даже сообщала, что они так облюбовали крышу дома правительства, что в федеральном бюджете пришлось отдельной строкой прописывать 42 миллиона рублей на их истребление. А про Кремль и говорить нечего. Там вообще для защиты от ворон создали специальную орнитологическую группу. К концу 80-х вся местная инфраструктура страдала от массового нашествия ворон. Портили памятники и громили цветочный сад. Теперь это в прошлом. В общем, за фейковое приписывание природных явлений к политическим событиям серебро Weekly Top Fake получает Игорь Гиркин, Катя Лычева и Дмитрий Полянский. И
вот оно, первое место. Билл Гейтс сказал, что правительство Украины худшее в мире, пишут российские и белорусские СМИ. А Владимир Соловьев даже выложил видео, где прямо слышно, как Гейтс это говорит. Украинское правительство одно из худших в мире. Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины. Мы нашли оригинал этого интервью. И оказалось, что Соловьев и российские СМИ выкинули из его фразы первое слово. До войны украинское правительство одно из худших в мире. Оказывается, Гейтс критиковал довоенное украинское правительство. А вот теперь он очень даже хвалил Зеленского за лидерские качества. Назвал Украину невероятным местом и высказал надежду, что после войны она выйдет на европейский уровень. Это очень впечатляет, что он смог объединить страну, дать ответ, который люди не ожидали, того, что Украина добьется успеха, не даст России захватить всю страну. Россия оказалась намного слабее и менее умной, чем мы думали, а Украина намного сильнее. В общем, золото на этой неделе достается Владимиру Соловьеву. Были все фейки, которые вошли в наш фейк-чарт, но не все увидевшие свет. Подписчики Patreon могут увидеть другие фейки, которые привлекли наше внимание на этой неделе. Ссылка для доступа под видео. А если вы хотите и можете поддержать нашу работу, то есть еще функция «Супер спасибо» на YouTube. И, друзья, если вы заметили подозрительную новость, присылайте ее нам. Мы проверим на правдивость. Спасибо всем, кто ставит лайки и делится этим видео. Вы помогаете увидеть правду еще большему количеству людей. А я, Алена Чернявская, прощаюсь с вами. До следующей недели.